Ребят, всем привет! У нас сегодня на обзоре портативная акустика Denon NY Mini DSB 150. Ну, приступим. Вот так выглядит коробка в сине-белом цвете с качественной полиграфией. Довольно-таки интересная по дизайну, с прорезями вверху в виде звукового эквалайзера и с краткой характеристикой на обратной стороне. Открывается она очень, кстати, интересно. Сейчас я вам покажу, как она открывается. Вот так вот выдвигается и вверх поднимается. Вверху тоже форма под колонку и внизу аналогичная форма под колонку. Нас встречает колонка. Правила технической безопасности, краткое руководство пользователя, вот оно, свернутое тут все, USB кабель для зарядки, вот он идет, и ремешок для переноски, вот он внутри тоже идет, свернутый вместе они идут. Вот и все, весь комплект. Сейчас мы посмотрим саму колоночку. Сейчас я тут уберу. Это все лишнее, чтобы нам ничего не мешало. Вот сама колонка, она упакованная. Такую пленку. Сейчас мы вытащим ее. Вот сама колонка. Колонка выполнена в черном цвете, имеет конструкцию в виде тонкого бруска, прорезиненную с двух сторон, и тканевую по центру. Одна сторона абсолютно свободна от кнопок, а на другой стороне установлены кнопки управления. Кнопка питания, включение и выключение, кнопки регулировки громкости плюс, минус, Bluetooth сопряжение и кнопка вызова. Ответ на входящие вызовы и завершение вызова. На передней панели расположены два динамика и микрофон для выполнения ответов на вызов, расположенные в районе логотипа Denon, а также на правой стороне индикатор состояния, состоящий из 5 точек, вот тут вот, показывает включение питания, во время подзарядки показывает и во время сопряжения показывает. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Сейчас мы включим колонку. Все, мы ее включили. Вот у нас индикатор появился, 5 штук. Значит, колонка у нас полностью заряжена. Сейчас мы проверим, когда просто, например, она играет, и мы хотим проверить, сколько у нас индикатор зарядки. Тогда мы кратковременно нажимаем на кнопку питания. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот, у нас полностью она заряжена. 5 у нас горит. Сейчас мы ее выключим. Кнопки очень, кстати, тугие, прям случайно их точно не нажмешь. И посмотрим, что у нас на задней стороне. На задней стороне расположен пассивный динамик у нас вот тут. Крепление для ремешка, вот оно, вот тут идет крепление для ремешка. И заглушка, под которой находится у нас micro-USB порт для зарядки и вход AUX. Сейчас я вам открою, покажу. Прям очень тугой. Вот, открыл. Вот, если видно. Вот вход micro-USB и вход AUX. Прям плотно все очень закрывается. Все, закрыли. И тут еще видно, что подставочки вот внизу идут, как ножки, чтобы она не гуляла. Вот так вот. А теперь давайте пройдемся по характеристикам. В ней расположено два динамика по 8,5 Вт, суммарной мощностью 17 Вт, плюс пассивный динамик сзади. Версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека aptX низкой задержки. Данная колонка заряжается адаптером 5 вольт 2,1 ампер, а также можно зарядить от компьютера.
Время зарядки от 0 до 100% 3 часа. Время автономной работы до 11 часов. Также портативная акустика, пыли и водонепроницаемая по стандарту IP67, что допускается погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. Габариты акустики: ширина 187 мм, вышина 65 мм, глубина 63 мм и вес 541 грамм. Ребята, теперь мы ее немного потестируем по звуку на разную музыку на 70% громкости. Поехали!
Ребят, по итогу скажу, из минусов. Тугие кнопки управления, вот они вот тут располагаются, прям, ну, очень туговатые, как бы, на любителя. И фоновый шум усилителя на минимальной громкости. Вот сейчас он не включен полностью, сейчас покажу. Услышьте, как только я play включаю воспроизведение на компьютере. Вот. Видите, какой шум? Сейчас выключаю. Вот исчез. Ну вот, ну решайте сами. Из плюсов могу отметить сбалансированный звук. Нет искажения на высокой громкости. Индикатор зарядки. Приличное время автономной работы. Хорошая сборка. Возможность подключения к такой же колонке для создания стереопары. И возможность прослушивания во время зарядки. Все. Ну все, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.